Когда цена длительное время находится в одном диапазоне, тренда нет. В боковике график скорее подчиняется законам нормального распределения Гаусса. Основной объем сосредоточен около середины диапазона, а уровни лучше всего работают на краях диапазона. В отличие от боковика, в тренде цена имеет направленное движение. Тренд вверх продолжается до тех пор, пока ключевые максимумы и минимумы формируются выше и выше. Ключевые — это те, что отвечают простому правилу. Каждый следующий выше предыдущего. Когда формируется тренд вниз, видим серию понижающихся ключевых максимумов и минимумов. В данном случае ключевые — каждый следующий ниже предыдущего. Чтобы научиться предвидеть начало новой тенденции, нужно понимать, как она формируется. Рассмотрим фигуры, возникающие в момент разворота тренда. Голова и плечи. На восходящем тренде. Цена формирует новый максимум ниже предыдущего и пробивает последний локальный минимум. Повышенные объемы в зоне максимумов усиливают паттерн. Голова и плечи на нисходящем тренде. Цена формирует новый минимум выше предыдущего и пробивает последний локальный максимум. Повышенные объемы в зоне минимумов усиливают паттерн. Двойная вершина на восходящем тренде. Цена формирует новый максимум на уровне предыдущего и пробивает последний локальный минимум. Повышенные объемы в зоне максимумов усиливают паттерн. Двойное дно на нисходящем тренде. Цена формирует новый минимум на уровне предыдущего и пробивает последний локальный максимум. Повышенные объемы в зоне максимумов усиливают фигуру. Паттерн 1, 2, 3. На восходящем тренде. Цена формирует новый максимум ниже предыдущего и пробивает последний локальный минимум. Повышенные объемы в зоне максимумов усиливают сигнал. Паттерн 1, 2, 3 на нисходящем тренде. Цена формирует новый минимум выше предыдущего и пробивает последний локальный максимум. Повышенные объемы в зоне минимумов усиливают паттерн. Все было бы хорошо, но есть одно но. Далеко не все сформированные паттерны разворота приводят к смене тренда. По статистике, около 60% сформированных фигур разворота приводят к боковику, примерно 30% к продолжению первоначального тренда. И только после 10% действительно происходит разворот тенденции. Получается, что если видим паттерн, то в лучшем случае 1 из 10 входов в разворот будет прибыльным. Можно ли ситуацию исправить? Да, можно. Для этого нужно ввести дополнительные условия. Во-первых, паттерн должен быть сформирован на значимом уровне. Во-вторых, мы будем ждать не конца глобального тренда, а окончания коррекции. Тем самым войдем на продолжение долгосрочного тренда. Эти условия вытекают из закономерностей. Первое. Тренд скорее продолжится. И вторая. Если произойдет разворот, то это будет на значимом уровне, что подводит нас к важному понятию price action уровня. Уровни сопротивления — это место, где цена столкнулась с плотностью заявок на продажу и, не преодолев его, изменила направление движения. Уровень поддержки — это диапазон, где цена столкнулась с плотностью заявок на покупку и изменила направление. Часто после пробоя сопротивления уровень становится поддержкой. Кстати, это еще один критерий тренда. Если цена раз за разом пробивает сопротивление, а поддержка удерживает цену, тренд вверх. Если цена пробивает поддержку, а сопротивление держит цену, тренд вниз. Используя эту закономерность, получим одну из лучших точек входа на тренде. Откат на тренде вверх. У паттерна есть ряд важных особенностей. Первое. Цена показывает тренд вверх. Второе. Уровень формируется до пробоя. Третье. Цена после пробоя откатывается к пробитому уровню. Свечки на уровне небольшие и нельзя, чтобы во время отката цена пробивала уровень. Также хорошо, чтобы после пробоя объем был средним. Вход после закрытия третьей свечи. Стоп за уровень или за ближайший минимум. Цель в сделке от двух диапазонов риска. Откат на тренде вниз. Уровень определяется до пробоя. После пробоя поддержки цена подходит к уровню снизу и, не пробивая, формирует проторговку небольшими свечками. Входить лимитной заявкой после закрытия третьей свечи. Стоп за уровень или за ближайший максимум. Первоначальная цель от двух диапазонов риска. Треугольник формируется, когда цена не может преодолеть сопротивление или тестирует его более 2 раз. При этом минимумы каждый раз все выше и выше, а максимумы в пределах сопротивления. Входить на пробой с топ-лимитной заявкой, стоп за минимум. Усиливает паттерн тест сопротивления с повышенным объемом. При этом хорошо, чтобы пробой был на среднем объеме. Первая цель — двойной диапазон треугольника. Если быстро не достигли цели, это говорит о слабости. Цена не может преодолеть поддержку, тестирует ее несколько раз, лучше больше 2. Хорошо, если на тестах объем повышен. При этом максимумы понижаются. Входим на пробой с топ-лимитной заявкой. Стоп за максимум усиливает сигнал пробой на среднем объеме. Первая цель — двойной диапазон треугольника.
По своей природе флаг похож на треугольник, так как формируется покупателями, выкупающими большую заявку продавца. Хорошо, если на максимумах будут повышенные объемы, хотя бы в двух случаях. Сопротивление флага не должно пробиваться, но допустим небольшой пробой поддержки. Вход на пробой, стоп-лимитом, стоп за минимум. Первая цель не меньше двух диапазонов. Когда цена на тренде вниз не может преодолеть поддержку и застревает в диапазоне, на графике видим флаг, узкий прямоугольник. Хорошо, если на минимумах есть всплески объемов. При формировании фигуры поддержка не должна пробиваться, но незначительный пробой сопротивления допускается. Вход на пробой, стоп за максимум. Сигнал усиливается, если пробой происходит на средних объемах. Ближайшая цель не менее двух диапазонов. Обязательно учитывайте исторические уровни на пути движения цены при пробое флага. Подведем итог на примере. Максимумы повышаются, минимумы повышаются, тренд вверх. Цена формирует уровень, отмечаем его. Цена еще не пробила уровень, а мы готовимся и рассчитываем цену, по которой откроем покупку и первоначальный риск по сделке. Как только цена пошла в нашу сторону, начинаем активно управлять сделкой. Возникает вопрос, а на какую прибыль можно рассчитывать? Вопрос непростой. Здесь многое зависит от текущего тренда. Но есть прием, позволяющий получить ориентир. Для этого нужно добавить на дневной график индикатор волатильности, средний истинный диапазон или ATR. Он рассчитывает средний диапазон дня. Кстати, если не знаете, как добавить и настроить индикатор, пишите в комментариях, и если многим будет интересно, сделаю видео или проведем вебинар, а может и то, и то. Тема полезная, и там много нюансов. Итак, есть средний диапазон дня, откладываем его от цены закрытия вверх и вниз. Получаем потенциал роста и снижения. Это, конечно, не означает, как только цена достигла диапазона движения, сразу остановилась. Но часто в этой зоне цена будет тормозить. Напомню, это сделали до торговой сессии на дневном графике. Теперь, если цена начала движение вверх, не сходив ниже предыдущего закрытия, ориентируемся на верхний уровень. Также смотрим, нет ли вблизи отложенного диапазона графических уровней. И если есть, принимаем их в расчет. То же самое делаем, если цена начинает снижение и не идет выше предыдущего закрытия. И в этом случае смотрим, нет ли в зоне диапазона графических уровней. Но такие случаи встречаются реже. Гораздо чаще видим ситуацию, когда цена возвращается к росту, и тогда средний диапазон откладываем от минимума. В этом случае смотрим, нет ли в зоне диапазона графических уровней. Это нужно для того, чтобы оценить потенциал перед тем, как входить в сделку. Если цена в зоне 100% от среднего диапазона, то по статистике сложно рассчитывать на большую прибыль в сделке, хотя и так бывает.